Телескоп Джеймс Уэбб в 2023 году сделал космическим путешественникам бесценный подарок. В рамках научной программы обсерватории Космос Веб создано уникальное мозаичное изображение 25 тысяч галактик, лучший гид по галактическим просторам Вселенной. В нем есть объекты на любой вкус, великолепные спирали, яркие линзы, медузы и луковицы. В этом небесном путеводителе можно найти любой маршрут для самых требовательных туристов. Но это лишь 4% данных, которые собираются получить астрономы при реализации всего проекта. Они намерены составить карту самых ранних структур Вселенной и провести глубокое исследование миллиона галактик. Это кажется невероятной цифрой, но она охватит всего 0,6 квадратных градуса неба, что примерно соответствует размеру 3 полных лун. Однако ученые постоянно находят новые галактики, и за рамки Космос Веб каждая из них по-своему неповторима. Там есть прекрасные цветы и яркие фейерверки, страшные зомби и каннибалы, загадочные йети. Сегодня наше космическое путешествие будет именно к ним. Да, и заодно посмотрим, действительно ли Млечный Путь представляет собой сияющую спираль, как принято считать. У астрономов есть некоторые сомнения на этот счет. Чтобы все узнать, быстрее отправляемся в путь. В космосе много структур, похожих на размытые облака со звездами внутри. Среди них есть галактики и туманности, которые смотрятся с Земли примерно одинаково. Но нас интересуют первые, и чтобы не заблудиться, давайте определимся с отличиями галактик от туманностей. До 20 века астрономы не знали, что существуют галактики, кроме Млечного Пути. Все остальные светящиеся в небе пятна квалифицировались именно как туманности. Как называли любые протяженные астрономические объекты. Под данное определение попадали почти все звездные скопления и галактики. По этой причине нашу соседку, галактику Андромеда, раньше считали туманностью. И только в 20-х годах астроном Эдвин Хаббл выяснил, что Андромеда на самом деле является галактикой. Развитие астрономии и совершенствование телескопов позволило более точно определить разницу между этими объектами дальнего космоса. Сейчас галактиками считают гравитационно связанные системы из звезд, звездных скоплений, межзвездных газа и пыли, планет. А туманностями называют участки межзвездной среды, которые выделяются на фоне неба. Галактики, насчитывающие в среднем около 100 миллиардов звезд каждая, сильно отличаются друг от друга по размеру. Среди них есть карлики с менее чем сотней миллионов и сверхгиганты с сотней триллионов светил. Взгляните на галактику Алкианей на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. На вид просто светящееся в небе пятно с огоньками звезд. Но астрономы считают этот объект настоящим космическим монстром. Алкианей обнаружили в 2022 году в созвездии Рыси. Количество звезд-гиганта пока точно не подсчитано. Однако его можно прикинуть, судя по уже известной массе галактики – 240 миллиардов солнечной. А значит, в Алкианее могут находиться миллиарды светил. В телескопы в ней можно рассмотреть, как звезды, вращающиеся вокруг ядра со сверхмассивной черной дырой в его центре. Эта дыра выбрасывает из сердца галактики колоссальные струи раскаленных газа и пыли в виде красочных лопастей или лепестков. Такие джеты при взаимодействии с межгалактической средой ускоряют электроны, производящие радиоизлучение. Они превратили гиганта в радиогалактику, которая простирается в пространстве на 16,3 миллиона световых лет. Как же звездам удается собираться в столь огромные компании и миллиарды лет держаться вместе? Ученым известны еще не все нюансы образования галактик. Но началось все точно не со звезд. Примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва во Вселенной, которая тогда была похожа на горячий бульон из элементарных частиц, заряженные электроны и протоны стали связываться между собой. Они образовывали атомы водорода и гелия. Почти весь водород был нейтральным, но ионизированным и легко поглощал свет. Звезд в то время еще не было, из-за чего этот период называют темными веками.
Постепенно возникали газ и пыль, а затем среди газопылевых облаков ранней Вселенной в некоторых местах материя уплотнилась и стала сбиваться в комки. Их гравитация была сильнее, чем в других частях облака, и притягивала новую материю. В результате возникали предшественники галактик – протогалактики. По своей структуре эти образования тоже были неоднородны, местами образуя сгустки вещества. Из них формировались протозвезды, которые со временем запускали внутри себя термоядерные реакции, вспыхивая в небе. Гравитация сформировала первые галактики, когда Вселенной исполнилось 400 миллионов лет, или менее 3% от ее нынешнего возраста. Их древнее происхождение подтверждено в 2023 году космическим телескопом Джеймс Уэбб. С его помощью астрономы нашли ультратусклую галактику JD1. Слабо светящийся объект помог заметить эффект гравитационного линзирования. В качестве линзы выступило скопление галактик A-Bell 2744. Этот объект преломил свет более отдаленной JD1, что дало возможность получить ее изображение в 13 раз ярче, чем обычным способом. Она оказалась настоящим небесным мамонтом, поскольку возникла всего через 480 миллионов лет после Большого взрыва. Возраст Вселенной тогда составлял всего около 4% от нынешнего. Но все ли галактики сформировались на заре Вселенной и с тех пор мирно живут каждая в своем небесном уголке? Ученые недавно нашли подтверждение версии, что образование подобных объектов продолжается и сейчас. По крайней мере, астрономы нашли HSC J1631 плюс 4426 возрастом всего в несколько миллионов лет. Она совсем юная по космическим меркам. Галактика расположена на расстоянии 430 миллионов световых лет в созвездии Геркулеса и отличается от большинства других составом своих звезд. Ее светило содержит в 62 раза меньше кислорода, чем Солнце. Это минимальное значение за всю историю наблюдений. Как и остальные химические элементы тяжелее гелия, кислород синтезируется в звездных недрах во время термоядерных реакций. Столь малое содержание О2 говорит о том, что большая часть светил, входящих в состав HSC J1631 плюс 4426, очень молоды. Еще одна интересная особенность галактики заключается в ее чрезвычайно малой массе – в 100 тысяч раз меньше, чем у Млечного Пути. Она скорее сравнима с некоторыми шаровыми звездными скоплениями, чем с галактиками, даже карликовыми. Открытие подтверждает, что в нашем мироздании все еще формируются новые галактики. В то же время этот процесс постепенно подходит к концу. Расширение Вселенной приводит к снижению плотности материи. Из-за ее нехватки не будет и новых галактик. Можно даже допустить, что HSC J1631 плюс 4426 является представителем последнего галактического поколения. Но в этой теории рождения галактик оставалось то, что буквально рушило всю картину. В конце 1970-х годов астроном Вера Рубин изучала, как вращаются подобные объекты. Получалось, что Андромеда ведет себя при движении как-то странно. Явно нарушая физические законы, вещество на краях галактики двигалось так же быстро, как и у центра. А этого быть не должно. Для наглядности включите на проигрывателе виниловую пластинку. Вы увидите, что в центре она крутится быстрее, чем по краям. В галактике подобного не происходило. Это означает, что либо не работает физика Ньютона и Эйнштейна, либо окраины галактики заполнены еще каким-то невидимым веществом. Его назвали темной материей и не из-за цвета. Скорее, ее сравнивали с темной лошадкой, ведь об этом гипотетическом веществе ничего не было известно. Кроме того, что призрак не излучает, не отражает, не поглощает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет проходят сквозь темную материю и никак с ней не контактируют. Астрономы теперь думают, что почти все галактики не только содержат темную материю внутри себя, но и окружены ее огромными невидимыми ореолами. Предполагается, что в ранней Вселенной гигантские темные завитки служили обычной материей гравитационным каркасом для построения первых галактик.
Одним из лучших доказательств существования темной материи астрономы считают скопление галактик 1И0657-556, или пуля. Оно образовалось после столкновения двух больших галактических скоплений. Ученые полагают, что это одно из самых грандиозных событий во Вселенной со времен Большого взрыва. Масштабность катастрофы дала науке возможность узнать о галактиках много нового. Основные компоненты скоплений — звезды. Газ и невидимая темная материя ведут себя по-разному во время грандиозного столкновения. Благодаря этому ученые смогли изучить по отдельности каждый космический объект пули. Они выяснили, что в галактике много темной материи. Уловить невидимку было очень трудно, и здесь опять помог метод гравитационного линзирования, то есть подсветка за счет фоновых объектов за пределами галактики. Но пуля просто царство света по сравнению с очень тусклой стрекозой 44 из скопления волос Вероники. Астрономы считают, что темная материя составляет 99,9% ее массы. Удивительная небесная стрекоза количеством звезд напоминает карликовую галактику, а размерами — огромный Млечный Путь. Яркий горячий газ, из которого рождаются звезды, кажется, практически отсутствует в стрекозе 44. И только скелеты старых звезд наполняют галактику едва заметным свечением. Противоположность этой тусклой галактике — NGC 1052-DF2 из созвездия Кита в 62 миллионах световых лет от Земли. Посмотрите на ее снимок. Вряд ли вы заметите на нем нечто особенное. Ну разве что фото не сияет множеством звезд. В NGC 1052-DF2 действительно в сотни или даже тысячи раз меньше светил, чем в сопоставимом по размеру Млечном Пути. Хотя фишка странной галактики даже не в этом. В ней совсем нет темной материи, так же, как и у соседки NGC 1052-DF4. На этот счет ученые пока строят лишь предположения. Например, что близкие, более крупные галактики выкачали газ из DF2 и DF4. Теперь они раскрываются на части своих маленьких соседок. А в последнем исследовании космологи предположили, что около 8 миллиардов лет назад две карликовые галактики столкнулись друг с другом. Событие привело к тому, что газ в них разделился и образовал множество новых, еще меньших карликов. При этом DF2 и DF4 не хватило темной материи. Теперь им приходится выживать как-то так, без скелета, и даже держать при этом форму. Так NGC 1277 похожа на космическую линзу. Мы еще поговорим о том, что это такое. А пока отметим, что существуют галактики очень разных конфигураций. Каждая из них обладает своими уникальными свойствами. Давайте отправимся к самым интересным галактикам разной формы, чтобы раскрыть их потрясающие тайны. Начнем со спиральных галактик. Хотя бы потому, что в этом случае никуда не надо лететь. Наш Млечный Путь — классическая спиральная галактика с перемычкой. Мы не можем напрямую взглянуть на нее со стороны. Но ученые на основании моделей и расчетов выяснили, как выглядит наш мир. Подобно другим небесным спиралям, он представляет собой удивительный плоский сине-белый диск звезд, газа и пыли с желтоватыми выпуклостями в центре. Их перерезает перемычка, полоса из наиболее ярких звезд. Рукава галактики, как и у других таких объектов, начинаются с конца стержня, а не от выпуклости. Млечный Путь активно зажигает звезды. Возможно, в результате поступления газа в ядро по этим рукавам. Он содержит около 200 миллиардов светил и имеет общую массу примерно в 600 миллиардов солнечных. Но мы не будем долго останавливаться на Млечном Пути, ведь знаем его достаточно хорошо. Хотя, недавно польские ученые озвучили невероятную теорию. Млечный Путь выглядит совсем не так, как принято считать. Астрономы провели анализ самых ярких звезд в галактике. Исследование показало, что он не плоский, как считалось ранее, а скрученный и изогнутый. Исследователи полагают, что Млечный Путь мог изменить форму из-за прошлых взаимодействий с близлежащими галактиками-спутниками, межгалактическим газом или темным веществом. Впрочем, пока эта теория не проверена. И Млечный Путь остается для нас все такой же великолепной спиралью, сияющей в небе. На него похожи многие другие галактики данного вида. Но не все.
Чтобы в этом убедиться, давайте отправимся в созвездие Дракона, где в 300 миллионах световых лет от Земли в небе плавает настоящий головастик. По крайней мере, одна из спиральных галактик этого созвездия по форме один в один на него похожа. В одном конце галактики сгруппировалось множество звезд, образовав подобие головы, а оставшиеся растянулись в длинный хвост на расстоянии в 500 тысяч световых лет, что в 10 раз больше диаметра Млечного Пути. Небесный головастик содержит огромное количество газа, перемешанного с несколькими скоплениями ярких голубых светил, и потому хорошо выделяется в небе. Возможно, две дисковые галактики потянули за собой меньшую, карликовую, и образовали космический объект такой странной формы. Ученые еще не вполне уверены в этой версии и ищут другие причины рождения в небе странного головастика. Недавно с помощью телескопа Хаббл удалось заметить сгустки в его хвосте. Это сверхмассивные скопления возрастом от 4 до 5 миллионов лет, которые со временем станут карликовыми спутниками основной галактики. Но, кажется, не только астрономы изучают космос. Если мы полетим в созвездие Большого Пса на расстоянии 114 миллионов световых лет, то увидим в небе огромный глаз, похожий на око Саурона из «Властелина колец», а рядом еще один глаз поменьше. Это наблюдает за небом необычная пара спиральных галактик IC-2163 и NGC-2207. Они похожи на глаза с очень яркими ядрами-зрачками. Два крайне вытянутых их рукава окружают зрачки подобно векам. В прошлом, как рассказывают ученые, галактики были обычными соседями. Однако относительно недавно они максимально сблизились и начали в буквальном смысле царапать друг друга. Событие подняло гравитационное цунами, которое мчатся от краев галактик в сторону их центра со скоростью в 100 км в секунду. Движение этих волн взбалтывает межзвездный газ и приводит к тому, что в нем начинают формироваться тысячи новых звезд. Сами же волны со временем теряют энергию, сталкиваясь с более плотными комками газа и уплотняя их еще сильнее. Они закручиваются в спираль, двигаясь вокруг центра галактики и формируя звездные веки. Галактика-глаз на самом деле, конечно, ничего не может видеть, иначе она наверняка позавидовала бы красоте Мессье-63 из созвездия Гончих Псов. Этот спиральный объект находится на расстоянии 57 миллионов световых лет от нашей планеты и похож на подсолнух, будто сошедший с картины Ван Гога. Он состоит из центрального диска, окруженного короткими спиральными рукавами, лепестками из сине-белых звезд. Космический подсолнух обладает уникальной способностью постоянно менять цвета. Астрономы всегда видят его сердцевину ярко-желтой, а лепестки то молочно-белыми, то фиолетовыми, синими или коричневыми. Но самым крутым, наверное, можно назвать галактический союз двух сердец. Его мы увидим в созвездии Пегас на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли. Там, в центре галактики NGC 7674, очень близко друг от друга находятся сразу две сверхмассивных черных дыры. Их общая масса достигает невероятного показателя в 35 миллионов солнечных. Возможно, галактика обзавелась запасным сердцем, перетянув в свой центр черную дыру своей соседки, с которой слилась в далеком прошлом. Теперь ее сердца пылают огромными джетами. Это струи раскаленной плазмы вырываются из обоих черных монстров. Затем они сливаются в единый гигантский поток, как бы символизируя единение обоих галактических сердец. Эллиптические, на которые приходится около трети всех известных галактик, не менее удивительны и разнообразны. Их форма в основном соответствует названию, но нередко варьируется от почти круглых до вытянутых как сигары. Независимо от конфигурации, эллиптические галактики более старые. Они содержат сравнительно мало газа и пыли, потому редко зажигают звезды. В них почти нет молодых горячих и ярких светил. В основном они наполнены старыми и относительно прохладными звездами типа красных гигантов. Цвет таких галактик, соответственно, чаще всего красноватый. Звезды вращаются вокруг центров эллиптических галактик, как и в дисках спиральных, но делают это в более случайных направлениях. Масса подобных объектов варьируется от сотен миллиардов до нескольких миллионов солнечных.
Это более широкий интервал масс, чем у галактик других типов. Если говорить о карликах, то несколько находятся в местной группе галактик, в том числе спутники Андромеды NGC-205 и M32. Самые большие и редкие имеют диаметр около 300 тысяч световых лет. Астрономы предполагают, что они образовались в результате слияния меньших галактик. Их темные короны гала бывают так велики, что дотягивают до соседок. Эти гиганты нередко содержат шаровые звездные скопления из сотен тысяч звезд. В среднем, чем выше масса объекта, тем больше в нем шаровых скоплений. Изолированные эллиптические галактики встречаются очень редко. Массы черных дыр в наиболее массивных галактиках достигают значений в несколько миллиардов солнечных. Галактический газ попадает в окрестность черных дыр, стимулируя активность ядер, и они превращаются в мощные источники энергии. Порой эти процессы сопровождаются выбросом из центра потоков заряженных частиц, что делает их мощными источниками радиоизлучения. Ближайшая к нам эллиптическая галактика подобного типа NGC 4696 из созвездия Центавра поражает астрономов прежде всего формой. Это не шар или эллипс, лишенный отличительных рукавов и цветов спиральных галактик. Галактика представляет собой огромную полосу пыли диаметром около 30 тысяч световых лет. Внутри нее можно увидеть странные тонкие нити ионизированного водорода. Вещество в волокнах в 10 раз превосходит по плотности окружающий газ. Эти диковинные структуры создают слегка заметный мраморный эффект в ярком центре галактики. Трудно представить, какие бурные события происходят среди этих слоев пыли. Считается, что в центре NGC 4696 сверхмассивная черная дыра выбрасывает струи материи со скоростью, близкой к световой. В рентгеновских лучах видны огромные пустоты внутри галактики. Астрономы расценивают их как явные признаки суперджетов, которые выбрасывают в космос центральная черная дыра. А в 12 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Секстанта расположен более активный объект. Это яркая разноцветная галактика Baby Boom, настоящий звездный роддом. Предполагается, что эллипсы медленно зажигают звезды из-за малого количества в них газа и пыли. Но это полна веществом, потому что похожа на своих ленивых коллег. Каждые 2 часа безумно плодовитая галактика умудряется родить звезду, а, к примеру, Млечному Пути для этого требуется 36 дней. Иными словами, Baby Boom производит 4000 звезд в год. Наша же галактика всего 10. Этой фабрике светил понадобится всего 50 миллионов лет, чтобы стать самой массивной из когда-либо наблюдавшихся. По словам астрофизика Питера Капока из научного центра НАСА, если бы люди столь интенсивно давали потомство, то все живущие сегодня были бы одного возраста. В небе существуют и некие гибриды, похожие на эллиптические и спиральные галактики. Их называют линзовидными, поскольку они действительно напоминают линзы. Как и спиральные галактики, объекты имеют тонкий вращающийся звездный диск и центральную выпуклость, хотя у них нет рукавов. Вращаются линзовидные галактики тоже по схеме спиральных. Однако их ядро по сравнению с диском гораздо больше, чем у спиралей, и составляет 50% от общего размера. 2/3 линзовидных галактик, как эллиптические, имеют мало пыли и межзвездного вещества. Их население в основном состоит из древних звезд красных гигантов. Оставшаяся треть обладает большим количеством газа, как спиральные галактики, и в ней чаще встречаются молодые светила. На новом изображении космического телескопа Хаббл можно увидеть, как выглядит типичная линзовидная галактика NGC 6684 из созвездия Центавра. Этот бледный объект напоминает настоящее космическое привидение. А все потому, что NGC 6684 из-за потери значительной части газа уже почти не образует звезды. Впервые бледную галактику еще в 1836 году обнаружил астроном Джон Гершель. Но Хаббл сумел досконально рассмотреть все ее детали.
Оказалось, что NGC 6684 напоминает призрак из-за отсутствия темных полос из пыли, характерных для других галактик. Линзовидная ESO 381-12 из созвездия Центавра на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли тоже бледная, но не походит на привидение. Она скорее как нежный цветок, распустившийся на фоне космической пустоты. Ее изящные лепестки формируются еще в галактике и выходят за ее пределы. Вполне возможно, что цветение вызвала ударная волна относительно недавнего галактического столкновения. А линзовидная галактика на одном из последних снимков космического телескопа Джеймс Уэбб, пусть и не такая восхитительная, как цветок, зато более необычная. Она напоминает рыболовный крючок. Странную форму галактика, вероятно, приобрела благодаря гравитации скопления Эль-Гордо, которая исказила направление света. Кроме того, рыболовный крючок отличается оригинальным красно-оранжевым цветом. Он обусловлен сочетанием покраснения пыли внутри самой галактики и космического красного смещения из-за чрезвычайно большого расстояния до нее. Исследователи установили, что свет рыболовного крючка 10,6 миллиардов лет добирался до Земли. Также астрономы определили диаметр галактики — 26 тысяч световых лет, что почти в 4 раза меньше, чем Млечного Пути, а рождение звезд в ее центре уже идет на спад. Но что, если во время наших перелетов мы увидим нечто странное? Ни спираль, ни линзу, ни эллипс. Просто какое-то облако со звездами внутри. Астрономы говорят, что такие галактики не уникальные явления. В процентном соотношении они составляют 1/4 от всех известных и отличаются большим разнообразием. Некоторые имеют очень слабые намеки на структуру, чаще спиральную. Другие не обладают какой-либо формой вообще. Эти хаотичные объекты, как правило, лишены ярко выраженного ядра спиральных ветвей. Астрономы выделили их в особую группу и назвали неправильными. Чтобы с ними познакомиться, нам тоже далеко лететь не придется. К неправильным галактикам относятся Большое и Малое Магеллановые облака, окружающие Млечный Путь. Они кажутся деформированными и лишенными четкой формы. В основном их вид исказило гравитационное влияние больших галактик, находящихся поблизости. Хотя Большое и Малое Магеллановые облака скорее исключение, большинство неправильных галактик астрономы наблюдают на окраинах мироздания. Подобных бесформенных объектов было много в ранней Вселенной, до того, как появились другие виды. Более поздние сформировались как спиральные или эллиптические, а затем некоторые из них были деформированы гравитационными силами. Но в любом случае это оживленные области космоса. Чаще всего неправильные галактики полны газа и пыли, что делает их отличными рассадниками для формирования новых звезд. Один из них — NGC 1569, карликовая неправильная галактика в созвездии Жирафа. Этот слабый, как бы размытый объект не очень популярен среди астрофотографов, но представляет огромную ценность для науки. Он находится на расстоянии 7,8 миллионов световых лет, а по некоторым расчетам 11 миллионов световых лет от нас. Ученые говорят, что для исследований галактика расположена относительно близко и очень подходит для изучения истории формирования звезд. Космический телескоп Хаббл уже сумел как бы разобрать NGC 1569 на отдельные светила и узнать много нового о всех них. А вот галактика NGC 1156 яркая и оригинальная. Она сияет в небе целым букетом красных цветков. Их образует множество ярких молодых звезд, которые сбились в нечто подобное островкам и расцвечивают космос. Ядро же галактики, напротив, состоит из старых светил. Интересно, что NGC 1156 является изолированной галактикой. У нее нет близких соседей, чья гравитация могла бы повлиять на ее форму или спровоцировать вспышку звездообразования. Но самая топовая из неправильных галактик показана на знаменитом снимке ранней Вселенной космического телескопа Джеймс Уэбб. Изображение покрыло участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на Земле держит на расстоянии вытянутой руки. Но на снимке видны тысячи галактик, такими, какими они были еще на заре мироздания. Самая древняя из них, попавшая в объектив Уэбба, благодаря гравитационным линзам неправильной формы.
Предполагается, что ей 13,5 миллиарда лет. То есть мы видим глаз Z13 такой, какой она была всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы только начали изучать этот галактический реликт, а один из модных брендов уже успел его раскрутить. Уникальный снимок, который называется «Сверхглубокое поле Уэбба», напечатали на ткани и создали из него восхитительное галактическое платье. Стоимость изделия тоже оказалась просто космической. Почти $80 тысяч США. Помимо этого, существует множество галактик, которые не попадают в данные категории. Чаще всего, как говорят астрономы, подобные объекты находятся на переходной стадии своего развития. Раньше они были спиралями, овалами, линзами или просто пятнами в небе. А потом в результате различных внутренних или внешних процессов приобрели совершенно удивительный вид или необычные свойства. На новом изображении, полученном от проекта Dark Energy Camera, видна одна из подобных галактик. По размеру она примерно вдвое больше Млечного Пути и похожа на небесную луковицу с 20 слоями. Это NGC 3923 созвездия Гидра, которое находится на расстоянии 90 миллионов световых лет от Земли. Такие объекты астрономы называют галактиками-оболочками. Они похожи на эллиптические, но имеют серьезные отличия. Звезды в небесных луковицах не распределены равномерно, а организованы в структуры из отдельных слоев. Предполагается, что странную форму NGC 3923 приобрела после слияния с другой галактикой. Когда два объекта начали соединяться друг с другом, гравитационное поле большего медленно отслаивало звезды от диска меньшего. Звезды последнего постепенно смешивались с внешним гало более массивной галактики, образуя концентрические полосы или оболочки. Простая аналогия. Добавьте каплю пищевого красителя в миску с тестом, которое вы медленно размешиваете. Капля станет растягиваться по спирали, которая останется видимой в течение длительного времени, прежде чем полностью раствориться в тесте. Подобно этому и звезды распределились между слоями гало. Есть и еще одна версия. Необычную форму галактика могла приобрести в результате взрыва внутри нее массивного белого карлика. А если мы увидим в космосе нечто вроде медузы, то значит, тоже нашли нужную нам достопримечательность. Астрономы выделяют такие объекты в отдельную группу, и их уже открыто более 400. Странная форма медуз, вероятно, связана с тем, что они развивают в галактических скоплениях немыслимые скорости. При столкновении с межгалактическим газом в пространство выбрасывается часть их вещества. Эта материя образует нечто вроде щупальцев, выступающих на десятки тысяч световых лет за пределы галактического диска. Именно в них идет активный процесс звездообразования, поэтому щупальца обычно очень яркие. И, как оказалось, медузы удивительны не только по своей форме. Они обладают совершенно неожиданным свойством. Подобно курьерам, которые привозят нам пиццу, галактики доставляют черным дырам газ из межгалактических облаков. На это международной группе астрономов указала необычная активность центров таких объектов. Среди 7 небесных медуз, за которыми наблюдали астрономы, активные галактические ядра оказались у 6. Это значительно больше, чем ожидалось. Возможно, ESO 137-001 из созвездия Южный треугольник, которую сейчас изучают астрономы, тоже обладает подобным свойством. На вид это настоящая голубоватая медуза с синими щупальцами по цвету своих звезд. Она движется в скоплении галактик Abell 3627 с сильным гравитационным притяжением, наполненным раскаленной плазмой. Давление среды выдувает из ESO 137-001 хвосты пыли и газа, похожие на удивительные щупальца. В них находятся яркие молодые звезды и холодный газ. В свою очередь, WISE J2246-07.57-052-635.0 из созвездия Водолея в 12,5 миллиардах лет от Земли сияет намного ярче, превышая светимостью сотни триллионов солнц.
Она относится к редким инфракрасным галактикам, которые астрономы выделяют в особую группу. В большинстве случаев основная часть их энергии исходит от большого количества молодых звезд. Объекты нагревают окружающую пыль, которая преизлучает энергию в инфракрасном диапазоне. Еще они зачастую подзаряжают энергией свои центральные черные дыры, отчего монстры достигают немыслимых размеров. В центре инфракрасной галактики и созвездия Водолея предположительно находится такая сверхмассивная черная дыра. Есть гипотеза, что монстр переполнен энергией и выплескивает ее наружу в окружающий пылевой кокон, вызывая его свечение. Астрофизики отмечают, что галактика создает в 10 тысяч раз больше энергии, чем Млечный Путь, хотя по размерам она значительно меньше. У W2246-0526 несколько другой источник энергии. Это настоящий галактический динозавр, и для знакомства с ним нам придется отправиться на край Вселенной. Его свету потребовалось 12,4 миллиарда лет, чтобы добраться до Земли. Своей рекордной яркостью W2246-0526 обязана далеко не своим звездам. Ее центр окутывают облака горячего газа и пыли, активно излучающие в инфракрасном диапазоне. Астрономы обозначают подобные объекты как горячие пылевые галактики. В их центре действительно очень много пыли. Чтобы определить механизм ее поступления, ученые провели исследования с помощью радиотелескопов LMA и VLA, телескопа Хаббл. Результат шокировал астрономов. У галактики оказались 3 небольшие соседки, получившие обозначение C1, C2 и C3. Они соединены с W2246-0526 своеобразными мостами, состоящими из пыли и газа. По ним галактика постепенно выкачивает материю из своих соседок. Каннибализм среди галактик – явление не уникальное. Но чтобы поедать сразу 3 себе подобных небесных тела, с таким ученые столкнулись впервые. Раскаленное вещество жертв падает в сверхмассивную черную дыру в центре W2246-0526, интенсивно излучая в различных диапазонах волн. Окружающий галактику пылевой кокон поглощает излучение и переизлучает его в инфракрасном спектре. Это и обуславливает невероятную яркость W2246-0526. Астрономы сумели взвесить черную дыру в центре W2246-0526. Измерения показали, что ее масса составляет около 4 миллиарда солнечных. То есть этот монстр в 1000 раз больше, чем сверхмассивная черная дыра Стрелец А со звездочкой нашего Млечного Пути. Яркий объект часто называют галактикой-фейерверком из-за большого количества сверхновых в рукавах. И она в космосе не одинока. Только за последние 100 лет астрономы открыли 8 подобных галактик, сияющих в небе великолепными огнями. Галактики вообще ведут яркую космическую жизнь и часто меняют свой облик. И если говорить об их внутренней эволюции, то накопленная материя оседает в их дисках. А галактики тем временем продолжают поглощать материал из облаков и карликовых галактик на протяжении всей своей жизни. Это вещество состоит в основном из водорода и гелия. В молодости галактики стараются сформировать из них как можно больше светил. Цикл рождения и смерти звезд, включая яркие вспышки сверхновых, медленно увеличивают в них содержание тяжелых элементов. В конечном итоге процесс позволяет формировать планеты. Внешняя жизнь галактик не менее бурная. Эти объекты могут просто приблизиться друг к другу, чтобы дружески обменяться газом и пылью. Сейчас подобное происходит с 2 спиральными галактиками, которые сфотографировал телескоп Хаббл в 320 миллионах световых лет от Земли. Объекты находятся невероятно близко друг от друга и даже получили общее название ARP-282. Пара делится друг с другом веществом, что может постепенно изменить форму каждой из них или вызвать взрыв звездообразования. Обе галактики имеют в своем центре по сверхмассивной черной дыре с невероятной прожорливостью, поглощающей пыль и газ.
В результате происходят мощные выбросы рентгеновских лучей и тепла в инфракрасном диапазоне. На изображении Хаббла видны эти потоки вещества, которыми обмениваются галактики. Что же ждет пару в будущем? Она до конца своей жизни будет дружно сосуществовать и делиться всем, чем может. Астрономы утверждают, что союз галактик ARP-282 не вечен. В дальнейшем они могут просто спокойно разлететься. Но это будет самый мирный вариант развития событий. Все остальные сценарии взаимодействия галактик гораздо более трагичны, и так случается нередко. Хотя космос практически бесконечен, галактики никак не могут поделить пространство, и при встрече порой сталкиваются между собой, просто лоб в лоб. Что после этого происходит? Никакого треска, искр или грандиозных взрывов, как при сверхновых. Галактики просто проносятся одна сквозь другую. При этом их звезды не сталкиваются из-за огромных расстояний между ними. Однако гравитация обоих галактик создает гигантские волны, которые нередко приводят к всплеску звездообразования, взрывам сверхновых, образованию черных дыр. Также подобные катастрофы значительно искажают форму галактик. Компьютерные модели ученых показали, что столкновения между спиральными объектами в конечном итоге преобразуют их в эллиптические. А порой в небе после катастрофы возникают удивительные структуры. Например, некие призрачные стержни, кольца, хвосты. Как, например, у двух галактик-антенн из группы NGC 4038. Пара получила свое название из-за двух длинных хвостов, закрученных подобно усикам-антеннам насекомых. Газ и пыль, которые образовали эти фантастические завитки, предположительно были выброшены из галактик в результате столкновения. Бывает, что в галактическом ДТП астрономы наблюдают сразу несколько участников. Такой пример уже известен астрономам. Группа галактик ARP Мадор 2339-661 как раз сейчас столкнулась друг с другом. Чтобы увидеть события, мы полетим на расстояние примерно в 500 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Тукана. Там отлично видно, что в небесном ДТП участвуют две галактики. Почему тогда астрономы говорят о групповом столкновении? Попробуем в этом разобраться, используя новый снимок телескопа Хаббл. На нем справа внизу хорошо видна меньшая галактика NGC 7733, а слева вверху большая NGC 7734. Обе спиральные галактики с перемычкой. Каждая из них обладает ярко светящимся центром. Их спиральные рукава усыпаны большим количеством молодых звездных скоплений. Кроме того, обе галактики соединены перешейком, состоящим из выброшенных звезд, газа и пыли. Теперь внимательно присмотримся к верхнему спиральному рукаву NGC 7733, где есть некая узловатая структура, отличающаяся по цвету и скрытая темной пылью. Ее можно было бы легко принять за часть NGC 7733, но узел имеет значительное дополнительное красное смещение. Значит, он, скорее всего, является самостоятельной галактикой, а не частью NGC 7733, и участвует в столкновении. Если галактики бодры и полны сил, им хватит импульса, чтобы как смерч пронестись друг сквозь друга и отправиться дальше в путь. Или оставаться по соседству, продолжая обмен газом и пылью. А когда одна из галактик значительно больше и активнее другой, все развивается по более страшному и жесткому сценарию. Когда они сойдутся, та, что покрупнее, бросится, как заправский вампир, высасывать газ и пыль из слабой соседки. Мы уже побывали в гостях у подобных каннибалов. И такое, по мнению астрономов, в космосе происходит довольно часто. Наш Млечный Путь тоже, скорее всего, в далеком будущем столкнется со всеми этими катаклизмами. Что его ожидает? Он превратится в каннибала или, наоборот, станет его жертвой? Ответ астрономов просто ошеломляет. Все вместе. И вот как, вероятно, это будет происходить. По одной из версий, через 4 миллиарда лет Млечный Путь высосет водород из Большого и Малого Магелланового облака, а затем полностью их поглотит. Зато через 5 миллиардов лет станет жертвой сам, столкнувшись со спиральной галактикой Андромеда.
Сейчас эта космическая соседка находится на расстоянии 2,5 миллиардов световых лет от нас. Но Андромеда неумолимо движется к Млечному Пути под действием взаимного притяжения галактик и невидимой темной материи, окружающей их обе. Компьютерное моделирование, полученное на основе данных Хаббла, показывает, что постепенно Млечный Путь и Андромеда превратятся в огромную эллиптическую галактику. Солнце, скорее всего, будет переброшено в новый галактический регион, но Земле и Солнечной системе не грозит опасность разрушения. Это один из возможных вариантов развития событий. А что, если в процесс вмешается третий игрок? Как утверждают астрономы, он потенциально существует. Млечный Путь и Андромеда входят в местную группу галактик. Третья по величине в этой компании — галактика-треугольник, или М-33, возможно, тоже станет участником катастрофы. После объединения Андромеды и Млечного Пути позже треугольник сольется с ними. Также не исключено, что М-33 первой столкнется с нашей галактикой и образует с ней пару, а потом к объекту присоединится Андромеда. Однако вероятность такого развития событий ученые считают минимальной. Но в любом случае, со временем Млечный Путь перестанет зажигать звезды. Постепенно наша галактика превратится в темный холодный мир, который утратит гравитационные связи и растворится в космосе. Хотя астрономы выяснили, что этому есть альтернатива. Они обнаружили в небе целую плеяду настоящих небесных зомби. Такие объекты, закончив свой жизненный путь, не растворяются в космическом пространстве и благополучно живут вот так, совсем не зажигая звезды. Массивная галактика МЭКС 2129-1 в созвездии Большой Медведицы. Одна из них. Она вращается в 2 раза быстрее, чем Млечный Путь, но далеко не так активно. МЭКС 2129-1 получила прозвище «зомби», поскольку за 10 миллиардов лет не сформировала ни одной звезды. Ученые гадают, почему этот галактический труп до сих пор не исчез, как другие. Но это еще не все фантастические свойства мертвых галактик. Они могут вспыхнуть после неожиданного рождения новых звезд. Подобное происходит с необычным скоплением 30 эллиптических и линзовидных старых галактик-зомби, которые недавно обнаружил орбитальный телескоп Galax. Около 2/3 звездных скоплений в этих галактиках окружены гигантскими ультрафиолетовыми кольцами. В некоторых случаях такие необычные структуры простираются на 250 тысяч световых лет, а часть галактик дополнительно украсила себя странными ультрафиолетовыми спиралями. Исследования показали, что это является результатом формирования в некогда мертвых галактиках новых светил. Пока ученые не могут объяснить природу странных явлений внутри этих космических зомби. Согласно одному из предположений, дополнительный газ, который оживил объекты, мог неким необычным образом поступить в них из межгалактической среды. Или галактики научились каким-то неимоверным способом внутренне перестраивать свою структуру при старении и вновь на какой-то период зажигать звезды. Галактики вообще все время подкидывают астрономам все новые вопросы. Во Вселенной теоретически их существует от 200 миллиардов до 2 триллионов. И мы пока изучили лишь ничтожную часть из этого гигантского числа. Если представить все неизученные галактики в виде космического вопросительного знака, то он наверняка будет вот таким. Этот невероятный объект отыскал во Вселенной телескоп Джеймс Уэбб. Потрясающий снимок сразу стал вирусным в интернете, и некоторые авторитетные издания даже увидели в нем фейк. Однако астрономы заявили, что космический вопросительный знак действительно существует. Скорее всего, его поставила в небе пара далеких галактик, взаимодействующих между собой. Во время столкновения их форма деформировалась, а в пространство были выброшены продолговатые струи газа. Эти потоки находятся на первом плане снимка. Сами же галактики прячутся вдали. Ученые обещают вскоре дать более точный ответ, что за вопрос поставила в небе природа. А мы можем во время космического путешествия полюбоваться этим чудом и еще раз убедиться, насколько разнообразно и порой непредсказуемо наше мироздание.